Говоря о конфликтах, мы обычно представляем течение времени как чередование войны и мира. Если война– процесс, то нам кажется, что этот процесс заканчивается, сменяясь другим, мирным. Но как мы поймем из этой лекции, война не заканчивается. Она меняет свою интенсивность и форму, расширяя свою географию. После Второй мировой в западном мире стали думать, как бы сделать так, чтобы этот ужас больше не повторился, и либеральным мыслителям пришло в голову, что если объединить рынки и финансовые структуры, то люди будут все время заняты торговлей и им некогда будет воевать. Все получилось ровно наоборот. Определять войну как кинетические боевые действия сегодня уже недостаточно. Мы все согласны с тем, что война – это насилие, но понимаем ли мы, как на самом деле выглядит насилие сегодня? Власти сегодня важно поселить в человеке страх, причем максимально неконкретный. Страх становится онтологической практикой, основной чертой глобальной социальной жизни. Наше отношение к будущему изменилось и сегодня определяется обобщенной, неописуемой катастрофой. Как научная и технологическая сфера оказались подмяты военной? Зачем смартфону камера с кучей сенсоров и как это связано с войной? Какие следы оставляет война на телах и городах? Что вообще такое война сегодня? Я узнал очень много того, чего я бы предпочел не знать вообще, но теперь это знание кажется мне бесконечно полезным, поэтому я делаю эту лекцию.